Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать мышку. Символ 2020 года. Вот, я вязала по заказу, можно сказать, по заказу одной маленькой девочки, которая выбирала сама пряжу. Сама выбирала, какие бантики, какие украшения делать. Вот, мы ей предложили сани, и она согласилась. Такие сани. Так, я вам скажу и покажу, где я брала трафарет на сани. Значит, сани были оклеены вот такой бумагой. Самоклеющаяся бархатная цветная бумага. Вот оклеили, сиденья там сделали. А украсили сани вот из этой серии наклейками. Они разные бывают. Просто выбрать, что понравится, и наклеить. Точно такие же наклейки вот использовала здесь для украшения. Расскажу, как вязала бантики. Тут они немного отличаются. Здесь две полосы посередине, здесь одна. Расскажу, из чего делала усы и чем можно заменить, если у кого нет. Вязать буду из пряжи Yarn Art Tulip в 50 граммах 250 метров. Крючок использую 1,75 миллиметров. Итак, делаем первую петлю. Каждый делает по-своему. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю поставим маркер. Так. Нитку берите гладкую, чтобы не махрилась. Вот такие нитки не берите, иначе все очесы будут на вашем изделии. И провязываем еще одну петлю, шестую. Так. И эта шестая петля будет являться первым столбиком без накида. В следующую петлю мы провязать столбик не сможем. Заходим через одну петлю. И считаем 1, 2, 3, 4. В эту петлю вяжем 3 столбика. 1. Столбик с накидом. Вот там будет 2. И столбик без накида. 3. Так, петлю затянули. Потом мы ее подтянем посильнее. Разворачиваемся. И вот за эти полупетли провязываем. Вот здесь у нас 4 было. Значит, по этой стороне мы тоже должны провязать 4. 1. 2. 3. И вот в эту петлю мы не попадали, а теперь мы сюда провяжем 4. И одну петлю, и один столбик свяжем центральный, но не в эту петлю, а чуть ниже.
И с первым столбиком соединим. И вывязываем одну воздушную. Теперь маркер сюда переносим. Это у нас первый столбик здесь. Под эту же петлю еще один вяжем прибавку. Затем вяжем 2 столбика. 1, 2, под эту петлю вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Под эту петлю вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Под следующую петлю 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжем 1, 2, 3. Сюда вяжем 1, 2. Сюда вяжем 1, а под следующую петлю 2. 1, 2. И с этой петлей мы должны с этим столбиком соединить. Значит, это у нас будет последний. Маркер переносим. Это у нас была петля соединения, а это столбика. И вот за эту заднюю полупетлю провязываем 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Заканчиваю ряд. Это у меня 16, 17, 18. Теперь вяжем за полную петлю. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. И в этом ряду у вас тоже будет 18 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 2 петли провязываем вместе. Берем за переднюю полупетли. Это будет 5, 6, 7, 8. И так вяжем до маркера. И в этом ряду у нас получилось 17 столбиков без накида. Дальше вяжем 1, 2,
3. И опять берем 2 полупетли и провязываем вместе. Это будет 4. 5. 6. 7. И так вяжем по кругу. Кстати, что хочу сказать. Поскольку у нас уже идет убавление, вот эти концы, хвосты затянуть, завязать и убрать внутрь. Дальше, тут фантазировать надо. У кого на что фантазии хватит. Я провяжу один ряд без убавлений. 1, 2, 3. И так по кругу. Следующий ряд вяжем. Маркер переставляем. Так, мы, по идее, должны вязать вот под эту петлю, под этот столбик. Мы под него и будем вязать, но за переднюю полупетлю. Один. Два. Три. И так вяжем по кругу. Теперь я беру нитки производства Гамма, номер 0150, стопроцентный хлопок, в 10 граммах 87 метров. Нитка тоже тонкая, поэтому буду вязать в 2 сложения. Теперь мы с вами должны вязать за вот этот ряд, за задние полупетли. Вот они. Напротив, где остановились, вот у нас маркер. Вот первая петля. Так. Теперь берем нить, которой будем тело вязать. Делаем петлю. И протягиваем. И вывязываем еще одну воздушную. Это один столбик. Два. Три. И так вяжем по кругу, и у вас должно быть 16 столбиков без накида. Так, закончила я ряд, и вяжем следующий. Второй ряд. 1. А следующие 2 петли провяжем за переднюю стенку. 2. Если кто-то в другом месте заканчивает, вы просто посмотрите по центру и сделайте убавление.
Дальше 3, 4, 5, 6, 7. На обратной стороне тоже по центру сделаем убавку. Так, 6. Давайте вот сюда 7. И вот здесь убавку. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И последний всегда попадает под ту петлю, где у нас маркер. 14. Ну, покажу, как можно попробовать обвязать. Вот, мне кажется, лучше всего в одну нитку. Крючок, конечно, возьмите потоньше. Вот. И вязать сверху вниз, чтобы столбики у вас смотрели на лицевую сторону. Вот, за петлю заходим. Дальше вывязываем, допустим, столбик с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6. А под следующую петлю соединительную. Под следующую петлю опять 5 столбиков с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под следующую петлю соединительную. И опять 5 столбиков. И вот так будут выглядеть. Они пойдут вниз, и столбики будут на лицевой стороне. Вот так можно. В общем, фантазируйте, не ленитесь. Может, у кого-то намного интереснее и красивее получится. Итак, провязали мы с вами 2 ряда серым цветом. Дальше 3, 4, 5, 6 и 7 вяжем без изменения по 14 столбиков без накида в каждом ряду. И так вяжем вверх. Надеюсь, вы уже набили башмак, чтобы
вам не было потом сложности его набивать. Ну, обвязала я, вот как я вам показывала, вот такими лепестками. Вот мы отрезали нитку. Теперь что делаем? Последний столбик распустите. Мы должны с вами ряд закончить. Значит, эту петлю мы пропускаем, где маркер стоит. Заходим в следующую после маркера. И вот эту петлю нам нужно вытянуть наизнанку. Так, вытянули. И теперь смотрите, если вот так наложить нитки, образуется петля. Значит, нам нужно зайти вот в эту петлю, тоже с изнаночной стороны. И протянуть. Ну, вот так ряд закрыли. Ну, теперь ее зафиксировать и убрать внутрь. После того, как связали вторую ногу, определите центр, середину боковины. Так, вот этот маркер на всякий случай бы завязать. Мало ли придется вернуться. Вот, чтоб не потерять. Дальше вяжем 3 воздушные петли, причем петли не затягивайте. 1. Эта петля у нас мы закончили столбик без накида. Значит, 1, 2, 3. Берем вторую ногу. Так, смотрим, где примерно середина. И соединяем столбиком без накида. Так, это у нас правый башмак. Значит, мы должны обойти левый и дойти вот до этого места. Так, соединили. Это 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Но у нас здесь их 14. И вот сюда в стык еще 14. Теперь самое главное не перекрутить ноги. И с обратной стороны должны набрать 3 столбика. Вот сюда. 1, 2, 3. И здесь должно быть тоже 14 столбиков. 1,
2. Так, и вяжем, обвязываем вторую ногу до другой стороны цепочки. Вот я провязала 12, 13. Вон у нас маркер стоит. 14. Теперь мы начинаем отсчет. С этой стороны мы должны провязать тоже 3 столбика без накида. Один. Два. Три. Смотрите, чтобы у вас тут не перекрутилось. Так, и дальше. 4. 5. И так вяжем по кругу этот ряд. И здесь у нас должно быть 34 столбика без накида. 14, 14, 3, 3. Всего 34 столбика без накида. В первую петлю, в первый столбик делаем прибавку. И вот здесь, на этой стороне, в принципе, напротив, делаем еще прибавку. И выходим на 36 столбиков без накида. Так, ну давайте. Значит, вяжем 10-й ряд. Сразу по центру делаем прибавку. 1, 2. И также прибавку сделаем на этой стороне. Вяжем 11-й ряд, в котором у нас должно быть 42 столбика без накида. Значит, мы должны провязать 5 столбиков. Вот. 5 столбиков без накида плюс прибавка. Это получается 5 и 2, 7, да, вот здесь будет. И умножаем на 6. Получаем 42 столбика без накида. Вяжем 5 столбиков без накида. Так, маркер переставили. Один, 2, 3, 4, 5. Прибавка. 1. И сюда же второй. Это мы вяжем прибавку. Вот. Это мы связали один раппорт. А нам надо 6. Значит, еще 5 раз и вяжете по кругу. Довязала я этот ряд. Это у нас будет 11-й ряд. 11-й ряд. Так, 12-й ряд. Вот, я хочу заострить ваше внимание на чем. Значит, сделала я здесь прибавку в последний столбик. Как мы знаем, когда вяжем по спирали, последний столбик всегда попадает под ту петлю, где маркер. Если мы дальше будем вязать, по идее мы должны вязать как?
6 столбиков без накида плюс прибавка. 6 раз. 6 плюс 2 – 8. И получаем 48 столбиков без накида. Если мы будем вязать по такой системе, то у нас прибавки будут идти с наклоном, и они будут выделяться везде. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны вот эти прибавки перенести в другие места. Как это сделать? Давайте вот на этом примере рассмотрим. Сначала мы вяжем, разделим пополам эти 6 столбиков. Сначала провяжем 3 столбика без накида и прибавку. И провяжем только 1 раз. Затем вяжем 6 столбиков без накида плюс прибавка. Но уже не 6 раз, мы же 1 раз отсюда забрали, а только 5 раз. И дальше у нас остается 3 столбика вот из этих. То есть мы должны провязать еще 3 столбика без накида. И получается 3 и 3, 6 плюс прибавка. 1 раз и еще 5 раз. Итого 6 раз. Получаем 48 столбиков без накида. Так, маркер переставляем. Вяжем 3 столбика без накида плюс прибавка. 1, 2, 3 и вот эту прибавку. То есть под одну петлю 2 столбика. 1 и сюда же второй. Дальше мы вяжем вот по этой схеме. 5 раз 6 столбиков без накида плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А сюда прибавку делаем. То есть 1 и второй. И так вяжем по кругу. И в конце ряда, вот когда вы довяжете, у вас здесь должно провязаться только 3 столбика без накида. Можно также разбить и нечетное количество. Вот здесь у нас было, видите, по 6 столбиков плюс прибавка. А можно, вот какой у нас потом после этого следующий ряд пойдет, будет 7 столбиков без накида плюс прибавка. И тоже 6 раз мы должны провязать. Так, здесь у нас будет в сумме 9. 6 9, 54. 54. Тоже в начале как разбиваем? Допустим, провязываем 4 столбика без накида плюс прибавка. Вяжем только 1 раз. Дальше вяжем 7 столбиков без накида плюс прибавка.
но уже не 6 раз, а 5. И мы забрали из семерки четверку, значит, остается 3 столбика. И 3 столбика без накида. Это будет то же самое. Так, закончила я 12 ряд. Вот по этому алгоритму. И теперь буду вязать 13 ряд. Но буду вязать вот по этой записи. Потому что здесь в предыдущем я уже разделила. Сейчас делить не буду. Значит, буду вязать вот по этой схеме. То есть 7 столбиков без накида и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. 1 и сюда же второй. Итак, вяжем по кругу, и в этом 13 ряду у вас должно быть 54 столбика без накида. Так, довязала я 13 ряд, 14 ряд. Один, 2, 3. И так вяжем по кругу. И в этом ряду, 14, у вас будет 54 столбика без накида. Следующий 15 ряд тоже вяжем также без прибавок. И будет тоже 54 столбика без накида. Заканчиваю я 15 ряд. Провязала 52 столбик, 52. Дальше нитки я отрезаю. Как я вам показывала уже, мы закрываем ряд. Провязываем 53. Эту петлю пропускаем, где маркер. Заходим под следующую. И вытягиваем наизнанку. И накладываем. Петля должна получиться. Вот так. Ну, кто-то, может, по-другому заправляет. Кто как привык. Вот так. И уводим внутрь и завязываем узлы. Ну что ж, заправила я нитки. Теперь переходим на заднюю часть. И в любом месте, берем нитку, которой вязали башмаки, или любую другую, которая вам понравится. Я буду вязать опять в 2 нитки. Делаем петлю. И протягиваем. Вывязываем одну воздушную. И считаем 1, 2, 3.
И так вяжем по кругу. И в этом 16 ряду у вас тоже будет 54 столбика без накида. Так, довязала я ряд, поставила маркер. Вяжем 17 ряд. Теперь мы вяжем за заднюю полупетлю. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И так вяжем по кругу. И в этом ряду у вас тоже будет 54 столбика без накида. Так, довязала я ряд до конца. И теперь я буду делать убавление, то есть скругление. Последний ряд прибавки у нас был какой? Мы вязали как? 7 столбиков без накида плюс прибавка 6 раз. Так, здесь у нас было 9. 6 и 9, 54. Вот, мы закончили на 54. Убавка происходит точно так же, как вот мы последний закончили ряд. То есть мы вяжем 7 столбиков без накида плюс убавка 6 раз. То есть 7 плюс 1 это будет здесь 8. 6 и 8, 48. То есть мы 6 петель убираем, 6 столбиков убираем. И менять местами убавки нужно точно так же, как мы делали прибавки. То есть вот эти первые числа, цифры, разделить, разбить. Одну часть в начале связать, вторую часть в конце ряда связать. В общем, то же самое, как и прибавки делается. Чтобы у вас не было видно дорожек, а то получатся дорожки. Значит, переставляем. Так, что хочу сказать. Вот эти полупетли, которые мы оставили впереди, мы за них будем потом впоследствии цепляться. И вот как здесь. И вязать юбку. Теперь вяжем за полную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавку. За переднюю полупетлю, тогда убавки не сильно будут заметны. Так, одну берем и вторую. И провязываем. И вот здесь не ошибайтесь, в какую петлю дальше попадать. Опять 1. 2. 3. И так вяжем по кругу, то есть вот по этому алгоритму. Вот что я вам расписала.